Скажи мне, чего я не знаю? Журнал Капитана. Запись номер 40. Вымышленная вселенная «Звездные врата». Согласно известным источникам, телевизионный сериал «Звездные врата» ЗВ-1 1997-2007 год. Тегалусцы – гуманоидная раса с планеты Тегалус в галактике Млечный Путь, вид рода люди. Планета была разделена на два государства, которые находились в состоянии холодной войны много поколений. Протекторат Ранда и Каледонская Федерация. Уровень развития жителей Тегалуса был сравним с уровнем землян 50-х годов XX века. Обнаруженные Рандом в ходе археологических раскопок «Звездные врата» находились у них в музее и считались символом богов, которому несколько тысяч лет. Находки дали название «Великое кольцо Авидана», потому что на древнем языке Авидан означает «боги справедливы», «боги истины», «только боги». Впрочем, как и на языке гуаулдов. Хотя происхождение кольца стало предметом многочисленных споров, а религиозные фанатики, верящие в то, что жизнь на планете создана богами, и однажды они вернутся и вознаградят их за веру, полагали, что кольцо создано в их честь, и символы на нем – это их имена. Однако для многих кольцо стало данью моде, нежели символом веры, хотя хроники Тегалуса говорили о времени, когда миром управляли боги, и Великое кольцо Авидана было их источником силы. Прибытие на планету через звездные врата Таури спровоцировало усиление конфронтации между соседями, поскольку, как только поползли слухи о существовании других миров, каледонцы ввели военное положение. Они считали, что Ранд не допускает их ученых к изучению кольца, потому что единолично хочет получить внетегалусскую технологию для военного превосходства. К тому же в самом Ранде, после известия, что Великое кольцо Авидана работает, обострилась внутриполитическая ситуация. Ряды религиозных фанатиков сильно пополнились после такого подтверждения подлинности религиозной реликвии и написанного в старинных текстах. Вспыхнули гражданские волнения и беспорядки, которые привели к восстанию и свержению власти, поставив под угрозу хрупкий мир между соседями. Каледонцы расценили переворот как объявление войны, поскольку возникла опасность захвата ракетных баз протектората Ранда. Повстанцы захватили все города, и захват ракетных баз религиозными фанатиками, проповедующими, что все неверующие должны погибнуть, чтобы истинно верующие могли начать все сначала и подумать о духовном спасении, был неизбежен. Чтобы исключить возможность захвата ракетных баз и нанесения ракетного удара по Каледонии, мешающий распространению веры, каледонцы нанесли упреждающий удар по ракетным шахтам Ранда. Однако повстанцам удалось захватить часть ракетных баз, и они ответили на атаку. Разразилась война. Повстанцы создали временное правительство, хотя в Ранде уже нечем было править, все города были разрушены. Впрочем, для повстанцев вести простую и скромную жизнь в ожидании богов, как написано в старинных текстах, было аскетичным подвигом и являлось основным качеством истинно верующего. Тегалус был переименован в Авидан. Вскоре остаткам войск, верных прежнему правительству Ранда,
При поддержке Таури удалось восстановить законную власть, после чего на Тегалусе снова воцарился хрупкий мир. Связь с Таури была прервана, поскольку оба государства считали их виновными в начале войны. Через год на Тегалус пришел приор Арай, имеющий целью обратить его жителей в происхождение, веру, созданную Арай после их вознесения, и утверждающую, что они творцы всей жизни во Вселенной. Воспользовавшись своей излюбленной тактикой убеждения, он наслал чуму на жителей Ранда, и те, кто не принял веру, не выжили. Народ страдал после войны и нуждался в надежде, которую им дал приор. Он объяснил, что страдания были их испытанием. Приор хотел встретиться с каледонцами, но президент Ранда убедил его, что они никого не станут слушать. Он знал, что каледонцы готовились к новой ракетной атаке и хотели уничтожить то, что осталось от протектората Ранда после войны. Тогда приор провозгласил, что тех, кто не примет происхождение, следует уничтожить. В обмен на поклонение Арай он даровал правительству протектората Ранда схемы военного спутника, способного обеспечить им превосходство над неверующими. Ранд построил спутник меньше, чем за год, и в качестве демонстрации испарил каледонский аванпост. После чего президент протектората Ранда дал их лидеру 5 дней, чтобы они сдались, или Каледонская Федерация будет уничтожена. Он поспешил воспользоваться представившейся возможностью, чтобы уничтожить давнего врага протектората Ранда – Каледонию. Тогда же, по просьбе одного из сенаторов протектората Ранда, противника политики Ранда в отношении соседей, бежавшего с планеты, в ситуацию вмешались Таури. Без предупреждения они атаковали спутник Ранда кораблем «Прометей», но не учли, что спутник защищен щитами. Ранд воспринял атаку как акт агрессии и ответил. Однако Прометей не остановился и продолжил попытки уничтожить спутник, поэтому был уничтожен сам. Основная часть команды смогла эвакуироваться в Каледонию, но они не оставили свои намерения. В конце концов, протекторат Ранда согласился на выгодную сделку, предложенную Таури, в обмен на сохранение спутника передать звездные врата каледонцам, чтобы все не готовые принять происхождение могли уйти. Однако после того, как сделка состоялась и миротворцы ушли, каледонцы не захотели покидать планету и атаковали Ранд, вызвав ответную атаку. Связь с планетой снова пропала. Возможно, звездные врата погребены под руинами. Заключение. Остается неясным, почему чума, насланная приором Арай, распространилась только на жителей протектората Ранда, и ею не заразились все жители планеты. Единственное объяснение чуда, что болезнь распространяется через контакт между людьми, а жители Каледонской Федерации и протектората Ранда между собой не контактировали. Тогда становится логичным и оправданным желание приора встретиться с руководством Каледонской Федерации. Также кажется необъяснимым, почему президент Ранда охотно пошел на сделку с Каледонской Федерацией, передавая им звездные врата в обмен на сохранение военного спутника без согласования ее с приором Арай. Конечно, можно сослаться на то, что он хотел сохранить спутник, а как следствие военное превосходство Ранда, и одновременно мирно решить задачу с противниками принятия происхождения. Однако приор такого решения не одобрил бы, ведь все, не желающие принять происхождение, должны быть уничтожены. И все-таки президент Ранда пошел на сделку ради сохранения спутника как оружия возмездия и против давнего врага, и против неверующих.
И в этом случае разрешение приора ему не требовалось, поскольку он следовал Писанию. Это в общих чертах.